Добро пожаловать на уклонительное путешествие в мир языка. Глава первая. Давайте познакомиться с наукой о языке. Представьте, что вы детективы, и перед вами самая интересная задатка в мире. Как работает наш язык? Знаете, почему это так интересно? Потому что мы все используем язык каждый день, но редко задумываемся, как это проходит. Когда вы говорите «мороженое», откуда другие знают, что вы имеете в виду холодное сладкое лакомство? Это похоже на божество, правда? Но ученые детективные раскрыли много секретов этого волшебства. Откуда взялся наш язык? А теперь давайте представим, что мы путешествуем на наше времени. Далеко-далеко в прошлом люди начали разговаривать друг с другом. Знаете, даже животные общаются. Плошки танцуют, чтобы показать другим плошкам, где найти вкусный нектар. А птички поют свои песенки. Но только люди могут рассказывать сказки, придумать новые слова и говорить о том, что будет завтра. Как наш мозг разговаривает? В нашем голове есть увидительный компьютер, мозг. Он помогает нам говорить и понимать других. Представьте, что ваш мозг – это большой центр управления, где каждая кнопочка отвечает за разные части языка. Одна за понимание слова, другая за произношение, третья за запоминание. Хотите продолжить это увлекательное путешествие дальше? Мы узнаем, как маленькие дети учатся говорить, как мы понимаем друг друга и много других интересных секретов языка. Как мы умудряемся различать звуки? Представьте, что вы маленький исследователь звуков. Когда малыши только родятся, они слышат все звуки мира как музыку. Но постепенно, как настоящие музыканты, они учатся различать звуки своего родного языка. Это как учиться различать ноты на пианино. Мама может звучать по-разному. Мама, мама, мама. И каждый раз это значит что-то особенное. Разве не удивительно? Как мы узнаем, что означают слова? Теперь давайте поиграем в детективов слов. Когда малыш слышит новые слова, он как маленький слышит. Смотрит, куда оказывают вас возле, кто происходит вокруг. Например, если мама говорит «смотрит котик» и показывает на пушистого зверка, малыш понимает, ага, значит, это пустое касание называется котик. Каждый день мы узнаем новые слова, как будто собираем коллекцию сокровищ. Как мы учимся составлять предложения? Это похоже на игру с конструктором. Сначала мы учимся складывать 2 кубика. Хочу молоко. Потом 3. Я хочу молоко. А потом начинаем строить целые замки из слов. Я очень хочу теплое молоко с печалками. Знаете, что самое интересное? Даже маленькие дети понимают, что кошка догоняет мишку, и мишка догоняет кошку. Это совсем разные истории. Они
как маленькие волшебники слов. Когда мы общаем и понимаем речь, представьте, что ваши уши – это волшебные приемники. Они могут понять и громкий голос папы, и тихий шепот бабушки, и даже быструю речь страшного брата. Это как настраивать разные радиостанции. А еще мы можем понимать речь, даже если вокруг шума. Наши ушки и мозг работают как супергерои, отделяя важные слова и лишние звуков. Как мы узнаем знакомые слова? Представьте, что в вашем голове есть волшебная библиотека. Когда вы слышите слова «мяч», в этой библиотеке сразу загорятся огоньки, кругли прыгает, играть. Это как волшебная паутинка, где все слова связаны между собой. А иногда одно слово может значить разные вещи. Например, ключ. Это может быть ключ от двери или музыкальный ключ. Но наш мозг, волшебник, всегда понимает, о какой ключ идет речь. Как мы понимаем цели предположения? Это похоже на собирание пальца на скорость. Когда кто-то говорит, наш мозг не ждет конца предположения, а собирает мысль по кускам. Если вы слышите «мальчик есть», вы уже догадываетесь, что дальше будет что-то следобное, правда? А еще наш мозг умеет раскладывать задатки в предположениях. Когда вы слышите «Маша увидела бабушку на светке с красными крыльями», вы сразу понимаете, у кого красные крылья, у бабушки или у Светка. Как мы умеется говорить? Это, как говорит звучный пирог. Сначала мы прибиваем, что хотим сказать. Это рецепт. Потом выбираем правильные слова. Это ингредиенты. А потом наш язычок, губы и голос работают вместе, чтобы произнести эти слова. Это выпечка. Иногда мы запинаемся или говорим «е». Это наш мозг ищет нужные слова в своей волшебной библиотеке, как когда мы ищем любимую игрушку в большой коробке. Как мы понимаем линию истории? Знаете, когда вы слушаете сказку, в вашей голове появляется целый мультфильм. Если я скажу «пошел дождик», Петра забил зонтик, он промок. И сразу представляете эту историю, правда? Наш мозг как волшебный художник, который рисует картинки из слов. А еще мы умеем понимать, кто есть кто в истории. Когда говорят «он», «она» или «оно», мы всегда знаем, о ком речь. Это как следить за героями в любимом мультике. Как мы общаемся с разными людьми. Представьте, что язык – это волшебный костюм трансформер. Мы говорим по-разному с разными людьми, с малышами, просто и ласково с бабушкой, уважительно с друзьями, весело. А еще мы умеем понимать, когда люди шутят, а когда говорят серьезно. Это как играть в театр. Мы меняем голос, используем разные слова и даже по-разному двигаемся. Почему в мире так много языков? Представьте, что язык – это разноцветные краски. В мире
и очень много и каждый язык особенный и красивый по-своему. Но у всех языков есть что-то общее, как у всех мороженое есть что-то холодное и вкусное. Некоторые люди умеют говорить на разных языках. Это как именно сколько волшебных ключей от разных дверей в удивительном мире. Как меняется язык? Язык похож на живое существо. Он растет и меняется. Раньше люди говорили совсем по-другому. Например, слово «телефон» появилось только когда изобрели телефон. А сейчас у нас есть новые слова, как «селфи» или «интернет». Когда разные языки встречаются, они делятся словами друг с другом. Как друзья обмениваются конфетами. Поэтому в русском языке есть слова из английского, французского и других языков. И вот наше удивительное путешествие в мир языка. Теперь вы знаете, что язык – это не просто слова, а целый волшебный мир, полный чудес и открытий. И каждый раз, когда вы говорите или слушаете других, вы становитесь частью этого чуда. Спасибо, что были внимательными слушателями. У вас есть вопросы об нашем языковом приключении?